Наконец, отгремела мировая серия покера в Лас-Вегасе. 3 последних дня, которые были вынесены в отдельное окно в августе. Главный фестиваль в индустрии подарил нам множество топовых раздач, в том числе потребовавших от участников глубокого понимания игры и незаурядной смелости. В одних случаях храбрость окупилась сполна, в других обернулась катастрофой. В новом выпуске рубрики «Call или Pass» мы рассмотрим как раз такие эпизоды из главного события мировой серии. Подписывайтесь на Академию покера, чтобы первыми смотреть наши новые видео. Начнем с раздачи, сыгранной в 4-й игровой день. Кто такой Шон Диб? Довольно забавно, что имя этого покериста часто не доходит до рядового зрителя, так как это не самая звездная и медийная личность. Но в среде профессионалов, да и просто более-менее вовлеченных в покерную индустрию любителей, это настоящая легенда микса дисциплин, то есть это профи в самом широком смысле, умеющий играть во все виды покера. Чего только стоит 9 золотых браслетов мировой серии в его персональной коллекции. И это явно не предел. Сам Диб перед стартом фестиваля объявил, что побьет рекорд Хельмута, у которого сейчас 17 украшений. Задача кажется невыполнимой, но Дибу всего 40, благодаря чему он, кстати, был номинирован для вступления в зал славы покера, и у него впереди еще много попыток. А про уровень компетенции покериста, который трижды признавался лучшим игроком мировой серии, и говорить нечего. Соперник Шона в раздаче – любитель из Франции Шарль Табет. Мы не видим начала, но по размеру банка понятно, что это сингл-рейс-пот. Диб открылся из ранней позиции с разномастными королем и дамой. Табет уравнял на баттоне с неизвестной рукой. Остальные выбросили. На флопе у Диба стрит-дро. Он чекает без позиции. Табет ставит чуть меньше половины пота. Шон решает не чекрейзить, чтобы не раздувать банк до усиления. Вероятно, он опасается соперника, диапазон которого далек от ГТО и содержит много рук, которые другие оппоненты использовали бы для 3-бета на префлопе. Кол, дама. И у Диба уже топ-пара с неплохим кикером. Но и потенциал на стрит никуда не делся, хотя такая связанность доски может дать стриты и сопернику. Шон чекает, Табет чекает следом. Вторая дама, и теперь у Диба трипс. Это, конечно, не стрит, но тоже весьма неплохо. На предыдущем этапе соперник прочекал, так что нужно ставить самому. Шон хочет добрать value и ставит жадный под-бет. Табет, судя по его виду, страдает в муках выбора, что логично, ведь у него в стеке всего 31 большой блайнд, и колом ему придется отдать почти половину. Он смотрит на карты, на оппонента, и вдруг all-in. Итак, call или pass? Пишите ваше мнение в комментарии. На первый взгляд все очевидно. В банке теперь 56 ББ, а доставить нужно 19, то есть под-отцы равны 25%. Столько эквити нужно руке Шона для нулевого кола. Иными словами, он должен побеждать каждый раз из 4, то есть у француза в диапазоне должна быть одна сильная рука на каждые 3 более слабые, чем у Шона. Кажется, что трипс вообще не та рука, которую можно выбросить, но смотрим на связанную текстуру доски, и все уже не так радужно. Ведь там есть стриты, не говоря уже о том, что соперник мог калировать на префлопе с карманками вроде семерок и десяток. И именно то, как Диб видит своего оппонента, имеет решающее значение. А видит он, похоже, как очень пассивного любителя, который вообще не похож на того, кто готов рискнуть вылетом с банальным трипсом. Да и стрит на спаренной доске такие игроки часто побоятся рейзить. Диб перебирает варианты рук, которые предполагает у Табета, и выбрасывает свой стрипс со словами «у тебя это есть», подразумевая, что у того нац. И оказывается абсолютно прав. У француза семерки, то есть full house. Довольно спорный чек-бихайнд на терне не помешал Дибу понять, что не стоит калировать этот пуш. На то он и один из лучших в мире. Проверь свой уровень игры в покер. Получай новый контент раньше всех. Уникальные бонусы для покеристов. Все это в нашем телеграм-боте. Также ты сможешь записаться на пробное занятие в Академию покера и достичь результатов, как наши ученики. Ссылка на бота уже в комментариях под видео. Переносимся в 7-й день главного события и наблюдаем за игрой Тодда Брансона, сына того самого легендарного Дойла, благодаря стараниям которого покерная индустрия имеет привычный нам вид. Тот всю жизнь специализировался на миксе дисциплин, то есть холдем не является его основной игрой. Как и отец, он является членом зала славы покера за вклад в развитие игры, в том числе как соавтор легендарной второй части суперсистемы. Соперник Тодда — Малкольм Трейнер. Это молодой амбициозный регуляр из Австралии. На мировой серии
2024 года он выиграл Mystery Millions и заработал свой первый и пока единственный браслет и $1 миллион. А в этом году победил в мейне возрожденной Aussie Millions, где тоже пополнил банкролл на $1 миллион. А теперь еще и 10-е место в главном событии мировой серии. Неплохо для 26 лет. Брансон открылся из ранней с Биг Сликом. Трейнер уравнял на баттоне с неизвестной рукой. А выходит монотонный борт, который наверняка радует Тода, ведь у него пиковый король и потенциал на стриты и флеши. Он ставит треть пота, трейнер кол, десятка, и у Брансона уже стрит. Да еще и сохраняется шанс на флеш. Брансон ставит четверть пота, наверняка потому, что своей рукой сильно блокирует сопернику диапазон продолжения, и тот калирует. Двойка, бланк, тот ставит треть от пота, явно на тонкое value, чтобы собрать как можно больше количества комбинаций. Только вот Малкольм не просто не сдался, он перекручивает ставку более чем в 3 раза. Итак, кол или пас? Можно ли вообще выбросить стрит в этой ситуации? Конечно, если обстоятельства намекают на то, что он проигрывает более сильным рукам. И важнейший вопрос, как всегда, в том, каким выглядит диапазон соперника. Очевидно, что из value у трейнера только флеши. А есть ли у него блефы? Проблема в том, что австралиец не случайный персонаж, а сильный регуляр новой волны, прекрасно подкованный в стратегии и умеющий блефовать. Так что в том, что он умеет балансировать спектры, сомневаться не стоит. И у него наверняка есть рейзы с недоехавшими флеш-дро, то есть с разномастными руками, включающими пиковые туз и даму, а может и другие карты этой масти. Если бы рейз прилетел от более прямолинейного соперника, опытный Брансон наверняка нашел бы фолд. Но здесь, имея блокер в виде короля, он должен калировать. Кол. И Малкольм показывает флеш. Увы, это кулер. Тот сыграл абсолютно правильно, но проиграл. Для покера это абсолютная норма. А если хотите увидеть, как блеф превращается в настоящее искусство, посмотрите наш выпуск «4 лучших блефа в покере, которые должен увидеть каждый». Видео уже на канале. Еще одна раздача. Теперь уже из 8-го игрового дня мейн-ивента. В игре 17 участников. И снова трейнер. Теперь он уже единоличный чип-лидер. Противостоять ему будет немецкий игрок Тольга Каракая. Похоже, это любитель, поскольку послужной список немца совсем небольшой. Участие в живых турнирах он начал с победы на европейском покерном фестивале в Развадове. Нет, речь не о ЕПТ. Это другая серия. Но после этого очень редко пробивался в призы. И вот в 26-м году решил съездить развеяться в Лас-Вегас. И в итоге 11-е место в главном турнире в индустрии. Сказка. Итак, трейнер открывается из ранней позиции с неизвестной рукой. Каракая находит у себя карманные валеты и 3-бетит слоу-джека. Только трейнер не сдается и объявляет 4-бет. Но пока речь о фолде, конечно, не идет. Валеты слишком сильная пара. Кол. И еще один монотонный борт. На столе оверкарта. Дама. Но у Каракаи трифовый валет, который дает потенциал на флеш. Трейнер чекает. Каракая ставит малышку. Около 18% от банка. Малкольм кол. Терн. Десятка не в масть. Трейнер чек. Тольга решает не рисковать и также пропускает ход. У него крепкая шоудаун value, но точно не чистая value для ставки. Ривер. Трифовая тройка, которая закрывает флеш. Только вот трейнер на этот раз не бездействует и ставит почти половину от пота, и это почти половина от текущего стека Каракая. Последний пристально смотрит в лицо сопернику, пытаясь уловить подсказку, как же ему поступить, кол или пас. Неизвестно, рассмотрел ли что-то Тольга в непроницаемом лице австралийца или просто побоялся рисковать 17 ББ. Он выбрасывает свой флеш, заставляя адептов ГТО в ярости рвать на себе волосы. Но в этот момент немец абсолютно прав. Трейнеру невероятно повезло. У него карманные короли и один из них трифовый. Отличный фолд. Переносимся в август, второй день финального стола. Грег Мюллер, бывший профессиональный хоккеист, который после завершения карьеры стал довольно успешным покеристом. Если добавить в уравнение яркую харизму, становится понятно, почему многие нейтральные зрители болели именно за этого опытного игрока. Между прочим, обладателя 3 браслетов мировой серии. Соперник Лаури Сааскилахти. Пожалуй, этого игрока можно назвать настоящим открытием турнира. В то время как трейнер и текущий чип-лидер Лукас Джумалон собирали свои стеки в основном в дорогих кулерах в свою пользу, финский регуляр исполнял выдающиеся блефы, буквально выгрызая себе путь за финальный стол. Редкое качество. Итак, Сааскилахти открывается с кат-оффа. Грег уравнивает на малом блайнде с разномастными королем и валетом и попадает в топ-пару с неплохим кикером. Лаури ставит конт-бет в четверть пота. Конечно, Мюллер калирует. Пятерка не в масть к столу. И Сааскилахти снова ставит уже крупнее. Грег калирует.
Шестерка спаривает борт. В банке 20 ББ. Стеки соперников равны. По 30 ББ. Сааски-Лахти ставит 17 ББ. Итак, третий баррель. Что делаем? Колл или пас? 3 барреля – самая убедительная линия в покере. Но чтобы ее реализовать, нужна действительно сильная рука. На столе 3 связанных номинала, которые лучше подходят коллеру, да еще и с парка. С чем Финн может так уверенно ставить? Понятно, что из железного value у него карманные короли, шестерки, четверки, пятерки. Есть и доехавший на терне в стрит 8-7. Туз-король? Возможно, хотя на такой доске Big Slick чувствует себя некомфортно. Ну и понятное дело, карманные тузы. Довольно много рук. А что с блефами? То, что Сааски-Лахти способен блефовать, доказанный факт. Но это финальный стол в турнире 8 участников, и в случае неудачи Лаури падает на дно чип-каунта. Может ли он так рисковать под таким давлением? Ведь разница в выплатах за финальным столом огромна. 8-е место стоит $1 250 000. В то время как за первое дают 10 миллионов. Конечно же, в теории Мюллер не обязан кольировать, так как в такой ситуации для блеф-кетча хорошо бы иметь какой-то блокер хотя бы к стритам, например. Король 8 или король 7 подошли бы лучше, хотя у них кикер похуже. Ну и фолд не самая очевидная опция. Все же топ-пара есть топ-пара. Но Грег решает не рисковать. Возможно, не верит в безрассудность Финна. А зря. Только это не безрассудность, а холодный расчет. У Сааски-Лахти пиковая дама 8, и он использовал восьмерку как раз как блокер к стритам. Невероятное хладнокровие и неординарная покерная храбрость. Браво! Завершим мы сегодняшнее видео с самой нашумевшей раздачи всего фестиваля. Очень сомнительно, что кто-то, интересующийся покером, не видел ее. Но обойти ее стороной мы не имеем права. Хотя бы потому, что нам действительно нужен ответ на основной вопрос рубрики, а их здесь будет целых 2. Хедзап главного события Лукас Джумалон начал его с преимуществом, но к этому моменту Сааски-Лахти успел почти сравняться с американцем. У обоих гигантские по меркам хедзапа стеки – 72 ББ против 67, обычный лимп-пот. У Лаури одномастные валет 3, с которыми он чекнул на большом блайнде. Стол с тузом и королем подошел бы при флоп агрессору, только вот агрессора у нас в раздаче нет. Конечно, Джумалон мог слоуплеить лимпом малую часть тузов, королей и бигсликов, но это мизерная доля его спектра. Сааски-Лахти чек, Лукас ставит треть. И вот он первый вопрос. Колл или пас? Очевидно, раздача продолжится. Так что Финн выбрал продолжение. И это, пожалуй, наиболее спорный момент раздачи. Такие руки без бэкдорного потенциала точно не заслуживают оплаты по оптимальной стратегии. Почему Финн ответил? Не исключено, что у него был план надавить на соперника и забрать банк блефом на терне или ривере. Только вот на терне появляется валет, который дает Финну третью пару. Стоит ли напоминать, что в хедзапе, да еще в лимп-поте, это очень сильная рука. Только вот это пиковая карта, и на столе их уже 3. Конечно, флешей у соперника не так много, но они вероятны. И Джумалон, похоже, либо имеет, либо изображает флеш или стрит, ставя двойной овербет в 10 ББ. Таким сайзингом он обязан поляризовать диапазон на нации и топовые блефы. И блефовать он умеет, не поспоришь. Лаури считает, что раз уж ввязался и словил своего валета, отступать нельзя. Колл. Ривер. И еще одна карта в масть к доске. 4 пиковые карты на борде. Сааски-Лахти чек, а Лукас ставит. Опять овербет почти в 2 раза. И вот это уже очень серьезно. 45 ББ. В банк 20. При том, что в стеке Финна остаются всего 53,5. Если он равняет и проиграет, у него останутся жалкие 8,5 ББ. Как же ему поступить? Колл или пас? Но погодите, о чем речь? Мы же тут спокойно выбрасываем и играем следующую раздачу, так ведь? Правда, Лаури? Но Лаури задумывается, шокируя зрителей и комментаторов. «Геройствовать или не геройствовать?» – спрашивает Сааски-Лахти. «Что думаешь, Лукас? У тебя правда что-то есть?» Он просит Джумалона посмотреть на него, но тот хладнокровно сохраняет покер-фейс. Спустя 6 минут раздумий Сааски-Лахти объявляет колл и проигрывает нацовому флешу американца, прощаясь с надеждами на победу. Героический колл стоимостью в $4 миллиона. Неужели это глупость? Ну, начнем с того, что глупый покерист даже на крыльях фортуны не долетел бы до хедзапа главного события мировой серии, в котором участвуют более 9000 игроков. Не будем строить из себя экспертов и обратимся к мнению сильных профессионалов. Например, Скотт Сивер написал: «Скажу лишь одно насчет той последней раздачи.
Если бы на ривере не выпала еще одна пика, у главного события, вероятно, был бы другой чемпион. А этот ход называли бы лучшим колом в истории турнира. Забавно, как все может сложиться в покере. Давайте просто запомним этот момент. А ведь и правда, не выйдя на ривере пика, все бы восхищались действиями Фина. С Сивером солидарны такие мастодонты покера, как Джесси Лонис, Брэндон Мюллер, Джонатан Литтл. А Бенджамин Ролли заметил, что те, кто не видит логики в действиях Фина, банально не имеют гена героических колов и не понимают, насколько этот прием заманчив. Но взглянем еще на технический анализ от Патрика Леонарда, который тренировал Джумалона перед финальным столом. Среди рук Лукаса с пиковой дамой в спектре лимпа в основном дама 2, дама 6 разной масти, и блокирование этих комбинаций тройкой с одномастными валет 3 – веский аргумент. Эта рука лучше для кола, чем, скажем, стрит или допер. И не важно, что у нас третья пара, важно, что у нас блеф-кетчер. Точка. С технической точки зрения кол не был ошибкой. Совсем другой вопрос, а стоило ли так рисковать, обладая гигантским стеком? Неужели нельзя было дождаться ситуации получше? Конечно, можно было. Но есть категории игроков, которые стараются выжимать из каждого момента максимум. И в хедзапе столкнулись два таких игрока. Джумалон с безумной жадностью добирал value, попав в свой ранаут и понимая, что такой клиент, как Сааски Лахти, способен придумать причину заплатить. И не прогадал. Но именно такие покеристы, как Лаури, являются самыми неприятными соперниками. Дерзкие, неуступчивые, умные, наблюдательные. Они стараются всегда держать ситуацию под контролем и никому не отдавать инициативу. Такое эго иногда стоит очень дорого. Например, $4 миллиона. Но именно эти качества делают просто сильных регуляров настоящими звездами. Посмотрите на Алекса Фоксена, Адриана Матеоса и других действующих легенд покера. Думаете, они бы легко выбросили руку в такой ситуации? Возможно, они бы и не закалировали, но точно задумались бы о целесообразности кола. Так что стоит поблагодарить Сааски Лахти за выдающийся перформанс за финальным столом и пожелать ему не отказываться от своего агрессивного творческого стиля. А чтобы перестать допускать в турнирном покере ошибки, которые вам стоят денег, смотрите это видео следующим.